Кто утром рано встает, тому Бог подает. Вот такая поговорка старая. Всем привет, с вами Андрей. Сегодня суббота, у меня супруга работает, отвез ее на работу, время 8 час, и думаю, что делать. Погода вроде неплохая, так что сейчас на барахолочку пройдусь, посмотрим, что сегодня интересного будет. Так что давайте погнали. Монетки принесли сегодня с утра уже. Я не знаю, смотрел я или нет эти монетки. Старые немецкие значки. $500 или 5000? Нет, 500 лир. Даже вот такие китайские есть, или какие-то иероглифы, не понять. 5 чего-то. Так, это 1 цент. Старенький. Монет целая куча. Монеты я посмотрел, они не такие цены, обычные такие медники, мелочь. 90-е, 80-е года. С иероглифами я проверил, это, по-моему, Китайская Народная Республика, или даже парочку я видел с Тайвань. Тоже там пятачки, знаете, такие центики местные. Так что идем дальше. Интересная фигура. Старичок сидит на табуреточке и думает: «Was kostet so eine?» У него не хватает, в руке должно что-то быть. Ein ist gut? Zu wenig? Aber da fehlt was, weißt du, in Hand. Da muss was da drin sein. Окей. Ух ты, какая массивная шкатулка, или для чего это? Неплохо так сделали. Правда, она немножко треснута, да, трещина есть внутри, так что... А так красиво смотрится. А тут, смотрите, такие вилочки, ложки лежат позолочены якобы, но я таким не интересуюсь. Кастрюлечки старенькие, знаете, это еще времен ДДР, ГДР. Посуда старая. Я? Целая коллекция старых. За 5 евро хочет. Сейчас я посмотрю, что это такое. Это клоуны, я понял. Может быть, они и ценные, может быть, и нет. Посмотреть, какого они года хотя бы. Неплохие, редкие. Сейчас в интернете проверил. Некоторые даже очень редкие. Так что он хочет 5 евро за эту шкатулку. Попробую сторговаться. Hier ist gut, ja? 4 евро. Окей. Так, я купил клоунов за 4 евро. Теперь я смотрю, что у него тут
из ценностей есть. Посмотрите, вот такие медальки есть. Немецкие старые. Правда, я не могу сказать вам, за что их дали. Ну, это что-то какие-то армейские стоит. Вот старая медаль времен ГДР. Активист. 64-й год. Немецкие активисты, это, ну, как вы поняли, да, вам переводить не надо. Ну так, неплохие медальки. За хорошие достижения. Кстати, я приобрел вот этого старичка деревянного за 1 евро. Там, правда, что-то должно быть в руке, не хватало какой-то детали. Я ему об этом сказал, он хотел 2. Я говорю, нет, за 2 я не возьму, потому что фигурка не полностью состоит. Ну и вот, в принципе, сторговались нормально. Бах, коллекция, 160 дисков. Представляете, раньше это целое состояние было для кого-то. А сейчас вот так валяется. Старые книжки, красивый переплет. Так, тут что-то, всякая бижутерия старая лежит. Это слон или лошадь? Непонятно. Брошка. Все стоит на столах, надо все поднимать, рассматривать что-то интересное. Если хочется увидеть, то приходится все трогать. Бусики. Прохожу мимо разных инструментов. Старые вот стоят, циркулярка небольшая. Кстати, очень много посуды. И так, тут, в принципе, можно что-то интересное найти. Но сегодня я один, так что посуду я смотреть не буду. А действительно, вот много интересных чашечек разных. Вот, смотрите, есть даже медная. Это можно что-то толочь. Ах ты, она еще повреждена, так что уже можно оставить ее. Вот шкатулка лежит, похоже на дерево. Так, и сколько такая будет стоить, интересно? Смотрите. Да, деревянная шкатулка. Ну, так, симпатично. Was kostet? Он за 4 хочет. Он за 3 is good? 3 is good? За 3. Так, сейчас я проверю, как тут у нас с ножками. Вроде все.
А шкатулку я купил за 2 евро, так как у меня была 20-ка, хотел разменять, но у нее не было сдачи, и она говорит, у тебя есть мелочь? Я поискал, у меня всего лишь было 2 евро, так что она 2 евро взяла и говорит, ну пойдет. В принципе, неплохо. Вот это да. Посмотрите, кто-то собирал спичечные коробки. Это со всего мира. Обалдеть. Немецкие, австрийские. Это просто... Надо такое хобби иметь, да? Всякие разные. Вот это, понимаю, у человека было хобби. А помимо еще и вот рядом целая коробка лежит. Но опять же, это все бумага. Это видно у кого-то с дома все это вынесли. Посмотрите, целые залежи. Всякие разные. Целая коллекция, посмотрите. Спичечные коробки, разные мотивы, это вообще. Во сколько за картон? 50 евро хочет всех кукол. Но я посмотрел, они в интернете по 5, по 7 евро стоят. Так что так себе. Обычные старые куклы. Резина и пластик. Оставлю лежать. А вот самое интересное, то что я увидел, это старые спички. Интересно, какого они года. Запечатаны, видите? Целая книжка про монеты. А где сами монеты? 1969 год. Ух ты, посмотрите, сколько спичек. Тут можно купить сразу на все случаи. Старые фотокарточки. Это же старая точильная штучка такая. Ах ты, не хватает внутри. Ну что, идем дальше. Утром еще не так много людей, это хорошо. Можно так свободно пройтись, все посмотреть. Так, холодильники, смотрите, стоят. Почти новые. Я иду в уголок. Или лучше пока здесь пройти. До уголка я еще доберусь. Так, ну что, смотрите, опять же. Газонокосилки, мебель старая. Ну, такую мебель только выкинуть. Ее уже никто брать не будет. Потому что искусственная кожа, она вся полопалась. Автомобиль 1903 года. Кто-то из старых деталей собрал. Смотрите, даже ключ сюда. Старые транзисторы. Ну так ничего смотрится. Красиво. В рамке все оформлено. Такие винтажные дачные стулья прикольные. Ух ты. Дойц. Вот это понимаю. В принципе, он старый, очень такой интересный. И сделан качественно.
Как вам? Кстати, я уже такие фигурки брал. Это фигурки... я брал дедушку и бабушку из Дании. Они, вот, посмотрите, тоже стоит. Сделано в Дании. Тут уже два таких детка схлестнулись. Жалко, они уже такие все потрепанные. Но так сама композиция интересная. А вот еще есть. Хорошая коллекция. Их много разных фигурок. Я уже пробил в интернете. Так, ну что, поторговался с мужичком. Хотел он за них десятку. Я говорю, слушай, они из гипса. Он говорит, это марка. Я говорю, понимаю, но они уже все белые. У меня рука вся белая от гипса. 5 евро максимум. Все, короче, вот взял таких старичков. Будут у меня стоять где-нибудь. Интересно, все лежит в таких ящиках. Посуда упакована в бумагу. Это хорошо. Так, ну и что тут интересного есть? Пока ничего не вижу. Куклы. Старые. Но опять же, тема куклы очень интересна. Я вот сейчас изучаю, надо смотреть старые куклы, хотя бы чтобы был фарфор или керамика, тогда можно будет брать. А пластик, он совсем дешевый. Плюс еще африканская тема, вот разные африканские фигуры я стал брать в последнее время. И они тоже очень популярностью пользуются в интернете. У этого мужика, он каждую субботу приезжает, много старых интересных вещей попадается. Видно, знает, где брать. Здесь все есть. Можно будет посмотреть. Давайте посмотрим. Посмотрите, какая интересная фигура старца сидит. Что же он делает? Видно, долго сидел, аж ребра видать. Тоже вот африканские фигурки. Тяжелый какой-то металл. Это легкий. Даже не знаю, с чего сделано. Я думаю, такая классная фигурка, да? А потом присмотрелся, а на хвост можно нажать. А здесь, я так понял, зажигалка. Вот тут, где у него рот, там оттуда должен выходить огонь. Короче, олень, зажигалка. Как вам? Неплохие такие наборчики. Смотрите, старые все. Кстати, очень все аккуратно, красиво оформлено. Посмотрите, раньше, когда люди брали вилочки, то они вот продавались вот в таких коробочках. Кстати, нашел зеркало. Вроде неплохое, но 7 евро хочет. Я ему показываю, что рамка немножко побитая. Ну как, есть сколы небольшие вот такие. Хотел десятку. Так, зеркало ушло за 6 евро. Хотел 10. Я ему показал, что рамка немножко потертая. Ну, надо ее будет восстанавливать. Там есть сколы. В принципе, у меня краска есть позолоченная. Если так аккуратненько закрасить, то нормально еще будет смотреться. Самое главное, что зеркало само целое. Фига, тут даже для машин запчасти продают. Пластиковые. Это на переднюю часть.
Плюс, смотрите, еще можно купить, но опять же, это искусственная кожа, на сиденье, чехлы. Wie viel, bratан? Zwei Stück 20 Euro. 5 Stück 40 Euro. Продавец говорит, что подходит ко всем машинам. Конечно, он лукавит, потому что у каждой машины свои сиденья. И если взять, то к одним может быть подойти, а к другим будет мелковато этот чехол. Ну, в принципе, я так понял, один чехол стоит, то есть комплект 2 чехла стоит 40 евро. Ну, как говорится, на свой страх и риск. Если кто-то хочет приобрести, то пускай покупает здесь. Лучше, конечно, заказать, наверное, все-таки под свою машину, под свою модель. На этом моя прогулка подходит к концу. Неплохо погулял сегодня, кое-что интересного приобрел. Много интересных вещей увидел, так что теперь домой завтракать и буду заниматься теми предметами, которые я приобрел. Зеркало очень интересно, надо будет только рамку немножко довести до ума, а так все отлично. Так что подписываемся на канал, смотрим новые видео. С вами был Андрей, всем пока.